Позавчера, в воскресенье, на стадионе в пригороде Нью-Йорка завершился чемпионат мира по футболу, который шел весь последний месяц. В финале действующий чемпион мира, Аргентина, сошлась с действующим чемпионом Европы, сборной Испании. Забив единственный гол в дополнительное время, испанцы победили, во второй раз став чемпионами мира. Я не вот прям любитель футбола, хотя чемпионаты мира исправно смотрел и этот. Футбол, да и вообще спорт, тема для нашего канала нетипичная, но завершившийся чемпионат оказался настолько планетарно успешным, настолько полным общественно значимых и даже политических событий, что не обсудить его было бы странно. Чего только стоит один тот факт, что чисто спортивные обозреватели могли через запятую с результатами команд и сугубо техническими данными обсуждать, что сегодня сделал Дональд Трамп, президент страны-хозяйки. В общем, поговорим о том, как прошел чемпионат, что там было интересного, и о том, как самый главный мировой спорт реально сближает самые разные культуры. Прежде чем начнем обсуждать чемпионат мира, напомню, по ссылке в описании наш гайд «Как обходить российские блокировки интернета». Мы его постоянно актуализируем, а спонсирует это сервис mCard. Он выпускает виртуальные карты, которыми можно пользоваться за границей и пополнять через СБП. В гайде также есть ссылка на наш рейтинг VPN, где мы ежедневно обновляем информацию о том, как работает тот или иной VPN с разными провайдерами. Обратите там внимание на Blank VPN, он постоянно вверху нашего рейтинга. Для начала стоит понять, почему вообще Америке дали провести чемпионат мира по футболу. Ведь в Америке футбол – это вообще другой спорт. Там мяч как яйцо, все в шлемах, можно таранить оппонентов и играть руками. Типичный для нашего полушария футбол в Америке называют сокер, и популярен он куда меньше. Казалось бы, зачем отправлять целый чемпионат мира за океан, где этот спорт не особо жалуют? А вот ровно поэтому и стоит отправлять. Если провести чемпионат мира в условной Бразилии, то никаких новых фанатов спорта и новых клиентов в индустрии не появится. Там и так каждый ребенок делает первые шаги в сторону двора, чтобы погонять мяч. США же отличный новый рынок, где футболу есть куда развиваться. К тому же Америка страна богатая, инфраструктура там есть, а у жителей имеются деньги, чтобы за месяц чемпионата их потратить. С инфраструктурой, кстати, потребовалось провести некоторые манипуляции. Футбольные стадионы, то есть для нормального футбола, в Америке есть, но они небольшие. До требований FIFA они не дотягивают по числу мест для зрителей. Поэтому было принято решение переделать стадионы для их американского футбола. Благо, их в США полно, они высочайшего качества и огромные. На некоторых стадионах потребовалось убирать самый нижний ряд сидений, потому что поле для обычного футбола чуть шире, чем для американского. Самым трудоемким изменением оказался газон. Американцы играют на искусственном, а FIFA требует настоящую живую траву. В общем, намодифицировали так, что американским фанатам старые стадионы в футбольном виде понравились больше, ощущались как-то посвободнее и выглядели поопрятнее. Америка, впрочем, была не единственной хозяйкой Мундиаля. Когда собирали заявки на проведение чемпионата, соседи США, Канада и Мексика, тоже собирались побороться за право проведения. Но в какой-то момент комитеты трех стран осознали, что вместе легче и веселей, и выдвинули единую заявку. Большая часть матчей действительно прошла в США, но команды также играли и в канадских Ванкувере и Торонто, а еще в Мехико, Монтеррее и Гвадалахаре. Этот чемпионат мира оказался крупнее предыдущих не только географически, но и по числу команд. Впервые в нем участвовали аж 48 команд вместо 32. И сообщество разделилось. С одной стороны, кто-то ворчал, что чемпионат таким образом обесценивается, ведь в него попадут, например, такие команды, как Кабо-Верде. Мол, мало того, что на само соревнование стало легче попасть, так еще и в плей-офф можно пройти с 3-го места в группе. Но, с другой стороны, самих матчей стало больше, что веселее для всех. Поговаривают, что к следующему чемпионату число команд увеличат вообще до 64. Два самых популярных футболиста в мире, Криштиану Роналду и Лионель Месси, кубок не взяли. По всей видимости, это было последним их выступлением на большой сцене футбольной. Португалия вылетела в 1/8 финала, а Аргентина проиграла финал. Впрочем, Месси, скорее всего, в порядке. Он, в отличие от Роналдо, чемпионат мира уже выигрывал. Ну и на этом чемпионате играл просто прекрасно. В свои 39 лет занял 2-е место в списке бомбардиров и вызвал восхищение зрителей по всему миру. Англичане снова мечтали о возвращении кубка на родину футбола и кричали «It's coming home». Был хороший шанс, но не свершилось. Англия свой полуфинал проиграла как раз Аргентине и Месси.
Правда, англичане решили повеселиться напоследок и разбили Францию со счетом 6-4, завоевав бронзу. Многие отдельно следили за командами из маленьких стран в ожидании некого чуда. В Америке, да в общем-то и вообще во всем мире, очень любят, когда андердоги прорываются вперед. В Америке такое называют «Синдерелла ран» или «забег Золушки». Тотальной Золушки в этот раз не случилось. В полуфиналы прошли 4 команды, которые и так занимают первые 4 строчки в рейтингах FIFA. Зато крайне успешно выступила Норвегия с ее форвардом Холландом, которая впервые смогла добраться до четвертьфинала, выбив по пути аж Бразилию. Сам результат и особенный способ отмечать победу у норвежцев, они садятся на землю и гребут, как викинги, сделали команду одним из любимчиков зрителей чемпионата. Что касается реальных андердогов, много внимания получила команда Кюрасао, крошечной территории Нидерландов в Карибском море, а еще того самого Кабо-Верде. По меркам чемпионата мира эта команда полупрофессиональная, но в групповом этапе она не проиграла ни разу, стабильно удерживала ничью, в том числе против будущих чемпионов мира испанцев, а также против Уругвая. В 1/16 Кабо-Верде вышел со 2-го места в группе, выбив Уругвай, но там они попали на Аргентину. Боролись как львы, вышли в дополнительное время, но там проиграли 3-2. Для скромной команды из маленькой островной страны это отличный результат, и, конечно, всем это запомнилось. А еще их вратарь Возинья всем запомнился, который за 4 матча спас команду от множества голов и набрал миллионы новых подписчиков в Инстаграме буквально за считанные дни. Теперь 40-летний Возинья – самый популярный в мире футбольный вратарь. Интересным аспектом чемпионата мира стало столкновение Европы и Америки. И это касается не только финала, где как раз играл чемпион Европы и чемпион Южной Америки. Но вообще в последнее время отношения между двумя континентами так себе, потому что политика, естественно, проникает в реальную жизнь. Трамп как-нибудь поугрожает Европе, европейские лидеры в ответ отругают Америку, и все это транслируется каждый день по всем телевизорам в мозги людей. Напряженность растет. Но тут все-таки футбол, надо ехать в США. Европейцы поехали, и им понравилось. Интернет заполнили видео, как ошеломленные европейцы осознают, что в США все реально как в фильмах и сериалах, а совсем не так, как в новостях. Дайнеры с вафлями и бесконечный кофе, гигантские порции в ресторанах, желтые школьные автобусы, природа, небоскребы, огромные расстояния. Ну и, конечно, вокруг дружелюбные люди с огромными улыбками, настоящие американцы. Штаты вроде как часть одного мира с Европой, но иностранные фанаты реально удивились, что Америка с экранов, из фильмов, оказалась реальной. А уж отдельный экспириенс получили те, кто оказался в Нью-Йорке во время финала NBA. Он проходил одновременно с чемпионатом мира по футболу, и победили там Нью-Йорк Никс. Город отмечал это до утра. Вот что европейцам не понравилось, так это транспорт. Америка, как мы знаем, страна глубокой зависимости от автомобилей. Стадионы там окружены гигантскими парковками до горизонта. И никак иначе до матчей не добраться. За редким исключением, как, например, в том же Нью-Йорке. Более того, в некоторых городах цены на автобусы и поезда не понизили, как часто делают во время чемпионатов, а наоборот повысили. Транспортом управляют муниципалитеты, а им ни ФИФА, ни федеральное правительство денег, чтобы перевозить десятки тысяч фанатов, не выделили. В итоге люди иногда просто шли до стадионов пешком вдоль широких американских шоссе. О том, как столкновение цивилизаций проходило с точки зрения принимающей страны, скажем после небольшой рекламы. Посмотрите, пожалуйста. За год скачивание приложений VPN-сервисов выросло аж в 14 раз. Каждый месяц миллионы людей устанавливают себе средства обхода блокировок, а посещаемость платформ, которые работу VPN блокируют, снижается заметно. Но ограничения становятся все более продвинутыми и, кроме того, отличаются в зависимости от регионов и операторов. Поэтому сегодня важно иметь подписку на такой VPN-сервис, который умеет противостоять разным типам блокировок. А лучше иметь в своем арсенале хотя бы 2 таких. Пока атакуют один, другой будет нормально функционировать. Например, поставьте себе Blank VPN. Он уже 8 лет работает на российском рынке. Мало какой VPN может таким похвастаться. И за эти 8 лет Blank VPN наработал огромный опыт борьбы с интернет-цензурой. Один клик в приложении, и вам станут доступны как привычные сервисы, так и большинство российских приложений, без необходимости отключать VPN.
У Blank VPN доступно раздельное туннелирование. Есть 50 локаций по всему миру, скорость до 10 гигабит в секунду. Заботливая поддержка, приложения для iOS, macOS и Android, отсутствуют логи и журналы данных. А еще действует полный безлимит на трафик и количество устройств. Сможете подключить к подписке и маму, и папу, и бабушку, чтобы не покупать VPN каждому отдельно. У сервиса также есть безрисковый период в 30 дней. Вы можете за это время проверить, как он работает, и если вас не устроит, вернуть деньги. А проверить вы можете прямо сейчас, пока идет акция. По промокоду CATS действует скидка до 66%. Переходите по ссылке в описании или по этому QR-коду. К ним уже применен промокод. Спасибо, что смотрите рекламу. Продолжаем. Мы говорили о том, как столкновение цивилизаций пережили гости чемпионата мира по футболу, в основном с восторгом. Американцы начали культурно обогащаться в ответ. В первую очередь, конечно, обогащение идет через внезапный повышенный интерес к футболу. Все-таки, когда чемпионат проходит прямо у тебя под носом, надо посмотреть, что там и как. То есть план FIFA вполне сработал. Целая нация включилась в относительно новый для нее спорт. Вылилось это в основном в бесконечное обсуждение правила офсайда, его смысла и необходимости, понимание, как волос хорватского игрока повлиял на то, что засчитали офсайд в последнюю минуту, когда они забили гол Португалии, ну и интеллектуальных качеств авторов правил игры. Но теперь, вероятно, гораздо больше американцев начнут следить за собственной футбольной лигой MLS. Лига эта, кстати, появилась именно из-за того, что США проводили у себя чемпионат мира в 1994 году. FIFA тогда сказала американцам: чемпионат-то мы вам дадим, но вы сами-то хоть начните в сокер-то играть. Штаты ответили: ну ладно, начнем уж, и создали эту вот MLS. И с тех пор популярность футбола в стране только растет. В США есть очень популярные клубы. В Майами, например, вообще Месси сейчас карьеру свою доигрывает. Ну и национальная сборная постепенно продвигается выше. На этом чемпионате очень неплохо себя показала. Естественно, Мундиаль не обошелся без противоречивых ситуаций. Впрочем, скандалы и возмущения происходят на каждом чемпионате мира. Это, в принципе, уже неотъемлемая часть мероприятия. Интересный кейс вышел с командой Ирана, которая прошла на чемпионат. Последние месяцы тамошний режим аятолл с Соединенными Штатами воюют. Ну или Соединенные Штаты с аятоллами. Но футбол есть футбол. Сборная Ирана прошла на чемпионат мира и должна играть. Тренировочная база у них была в Мексике. Визы в США им давали со скрипом и всего на день. Во время самих матчей случались конфликты с местными фанатами. Иранцы, которые живут в Штатах, нынешний режим не жалуют и старались пронести на стадионы запрещенные флаги шахского Ирана. Но больший скандал поднялся, когда один из матчей официально объявили матчем гей-прайда. Проходил он в Сиэтле. Ну то есть не особо удивительно, что там захотели как-то отпраздновать права ЛГБТ в соответствующий день. И изначально не было известно, кто будет этот матч играть, дату выбрали заранее. А по жеребьевке оказалось, что играть будут Иран против Египта. Две страны, где геям быть категорически запрещено. Естественно, оба государства подали официальный протест и сказали, что не будут никакой гей-матч играть. Но их никто не послушал. Сыграли. Вышла ничья 1-1. Немного политическим вышел и полуфинал Англии против Аргентины. Последние, как нация, до сих пор не могут простить британцам тот факт, что в 80-х Аргентина вторглась на британские Фолклендские острова, а британская армия их оттуда выбила. Поэтому победить Англию было делом национальной чести. Но в итоге в довольно валидольном матче все-таки победили. И даже после победы развернули баннер с надписью «Острова наши». Это, кстати, противоречит правилам FIFA, но финалистов решили не трогать. Конечно, много обсуждали судейство. С введением VAR, видеосистемы, которая помогает арбитрам принимать правильные решения, спорных моментов стало меньше, но полностью они не исчезли. Вот в матче Португалии против Хорватии отменили гол из-за офсайда, который определили по сенсору внутри мяча. Фанаты в достоверность этого сенсора не верят, потому что глазами-то видно, что мяч направление не менял. В матче Норвегии против Англии был другой интересный момент. Перед голом Англии мяч, как говорят зрители, задел кабель камеры над стадионом и изменил траекторию. FIFA заявила, что чип не показывает изменения направлений, и все в порядке. Но жаркая дискуссия все-таки состоялась. Ну и, конечно же, в течение всего чемпионата со всех сторон говорили, что судьи подсуживают сборной Аргентины. Что, с моей точки зрения, абсолютно не так. Но никто же не мешает обсудить. Но самый обсуждаемый момент был с отменой красной карточки американскому форварду Балагуну.
Из-за карточки он должен был пропустить следующий матч. А там как раз 1/8 финала. Очень важный матч для США. А он главный игрок. Ну, такие правила. Заслуженно дали карточку или нет, обсуждают до сих пор. Как обычно в футболе и бывает, вопрос дискуссионный. Вот только после матча карточку отменили. Причем после личного звонка президента США Дональда Трампа в FIFA. Yes, I asked for a review by FIFA. I think the referee's call was horrible. And nobody talks about that. They talk about the red card like it's fine. Nobody talks. The referee's decision to red card. I didn't know what the hell a red card was. When I found out, I said, you got to be kidding. Редкое политическое достижение. Ни один лидер в истории еще не добивался такого влияния на спортивное соревнование. Впервые в истории чемпионатов мира игрок сыграл следующий матч после полученной красной карточки. Естественно, в сторону FIFA сразу полились обвинения в коррупции. Но решение было принято, и форвард играл. Тем не менее, американская команда все равно свой следующий матч против Бельгии разгромно проиграла и вылетела в 1/8. Трамп, кстати, на сами матчи до последнего не ходил, даже на те, в которых играли сами Соединенные Штаты. Но все-таки пришел на финал между Аргентиной и Испанией. В течение матча президент сидел в своем боксе с главой FIFA Джанни Инфантино, а также с президенткой Мексики и премьер-министром Испании, а также премьер-министром Канады. Ему даже специально принесли кубок, он его потрогал. Ну а в конце матча Трамп вешал на футболистов медали и лично вручил испанцам выигранный кубок. Как многие ожидали, Трамп захотел остаться на сцене, когда испанцы праздновали победу, и сфоткаться с победителями и их кубком. Но прибежал Инфантино и попытался президента увести. Попытка оказалась среднеуспешной. В итоге на фото Трамп в костюме стоит сбоку от радостных испанцев, как свидетель из Фрязино. Чемпионат мира по футболу – самое популярное спортивное мероприятие в мире. Мундиали более популярны, чем даже Олимпийские игры, смысл которых – объединять мир через спорт. Нынешний чемпионат дал фанатам много интересных историй. Приехавшим в Америку показали страну с новой стороны, а смотревшим по телевизору – темы для разговоров в течение целого месяца. И важно сказать, что этот чемпионат вышел крайне успешным. Прошлый, в Катаре, ругали за необычное времяпроведение, он проходил зимой, тяжелый климат и страну очень далекую от самой игры. В этот раз страна-хозяйка футболу тоже не вот те прям близка. Но весь мир приняла с радостью и провела отличный чемпионат, который запомнится надолго. Ну а следующий чемпионат мира в 2030 году в основном пройдет в 3 странах, как и только что завершивший. Хозяевами еще 2 года назад были выбраны Марокко, Португалия и, так совпало, новый чемпион мира Испания. Но и проигравшая в финале Аргентина в организации чемпионата тоже поучаствует. В 2030-м будет 100-летняя годовщина самого первого чемпионата мира по футболу. И в честь этого события 3 игры проведут в Южной Америке, на стадионах в Аргентине, Уругвае и Парагвае. Получится ли у России попасть на этот следующий чемпионат? Ну, давать такие прогнозы – занятие неблагодарное. Но хочется верить, что уж за 4 следующих года дела в России пойдут в другую сторону, и мы сможем снова стать частью спортивного мира. Тем более, что мы уже были его частью, причем совсем недавно. Чемпионат мира проходил в России всего-то 8 лет назад, в 2018-м. Все вспоминают его постоянно. Подготовка к нему шла 8 лет. В столицах реконструировали старые стадионы, обновляли транспорт, возрождали подуставшую инфраструктуру, а в регионах новые объекты и вовсе возводили с нуля. От Ростова-на-Дону до Екатеринбурга, от Калининграда до Саранска. То тут, то там появлялись новые стадионы, строились аэропорты и естественным образом обновлялись сами города. В центре же этих городов заговорили на английском, чтобы каждый иностранец смог сориентироваться и почувствовать себя как дома. А чтобы добраться из одного города-организатора в другой, запустили дополнительные рейсы. Так гости чемпионата могли ездить бесплатно и с комфортом. И нигде не столкнуться ни с каким произволом, а даже наоборот, получить помощь тысяч российских волонтеров. Можно, конечно, возразить. Дескать, то были не просто довоенные времена, но даже доковидные, которые из дня сегодняшнего кажутся очень даже беспроблемными. Но тогда, на 1 месяц, вся наша страна погрузилась в настоящий праздник. Казалось, что мы объединились с миром, и мир объединился с нами в ответ. Все пели и танцевали на улицах. Никольская в Москве превратилась в стихийное место встречи болельщиков со всего мира. Фан-зоны городов гудели дни напролет.
Победу России над Испанией отмечали всю ночь, а товарищи полицейские никого не трогали. И все было просто хорошо. Это было удивительное время, когда мы своими глазами увидели, какой Россия может быть, открытой для всех, свободной и счастливой. Когда-нибудь у нас так снова будет, наверное. До завтра.